Всем привет! С вами снова канал Радов Одесса. Продолжаем наш ремонт в нашей квартире в доме, которому больше 200 лет, я думаю, может больше, может меньше. В общем, не важно. В этом видео буду показывать, как усилить, как на деревянном полу залить стяжку, то есть чтобы она не провисала. Здесь очень гнилой старый пол деревянный, он еле держится. В этом видео будем варить каркас, заводить швеллера, развариваться, усиливать. То есть, кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо, кто уже подписался на мой канал. Будет много интересных, полезных вещей по ремонту и не только. В этой квартире в прошлых видео мы показывали, как делали штукатурку. Уже все поштукатурено у нас тут. Остались там сопли подобрать. У меня старые такие ограждения от балконов. Будем из них варить сетку такую, то есть это швеллер профтруба 50 на 50. Мы ее заведем сюда в стену в одну сторону и в стену в другую сторону. А потом на них положим уже эту всю обрешетку. И, в общем, смотрите, будет интересно. Для начала что делаем? Это здесь и там напротив, на другой стене, высверливаем коронкой такой под розетником у меня углубление, в которое войдет главная несущая профтруба. Это 50 на 50. Так, поехали. Так, два отверстия друг напротив друга просверлены, куда мы заведем нашу профтрубу. Это для того, чтобы стяжка опиралась не на сам пол, а на каркас, который мы сварим. Теперь надо померить расстояние от одного углубления до другого. Сколько у нас тут получается. И отрезать трубу. Получается где-то 282. Теперь отрезаем. Первая труба несущая заведена, видите, она в стене, пола не касается. Теперь через нее можно крепить ко всему остальному. То есть сейчас я еще просверлю дырки насквозь. Тут у нас под низом подвал, который, я там снизу смотрел. Очень все плохо с этим полом, поэтому я говорю, даже мы сейчас сделаем так, что даже если нижний деревянный упадет, то этот останется стоять, то есть он будет крепиться в стене. Сейчас я по периметру еще загоню арматуру, там насквозь в другую комнату, тут просто. В общем, а потом уже буду кидать те стеллажи, то есть сделаем все из старого какого-то хлама, старого металлолома, хорошую надежную конструкцию. Смотри. Отверстие по периметру под арматуру я просверлил. Эта синяя линия, это уровень пола, который будет. То есть, тут у нас еще ванна и туалет. И все это должно быть в один уровень. Здесь я тоже просверлил, загоню арматуру. А здесь по краям, тут у меня трубы проходят, я загоню под углом в стену арматуры, пропущу ее отсюда сквозь стену и приварюсь. А сверху еще перед стяжкой кину сеточку. Сейчас мне надо нарезать арматуру по длине, забить ее в стену на этой стороне, пропустить насквозь, чтобы она вышла сюда в комнату. А потом можно будет эти старые ограждения раскидывать и как-то сваривать все это между собой. Арматуру позагонял. Здесь еще тоже позагонял арматуру, повбивал ее. Сейчас это все буду обваривать. Здесь еще при входе тоже перевяжется, туда зайдет пару арматур, это уже потом.
Вот, теперь буду заносить сейчас эти ограды старые и приваривать все, обваривать. Видите, вот такой вот каркас у меня получился из металлолома. Все как бы лежит, все будет между собой сейчас связано. Вот. Осталось только все это сварить между собой, и можно будет заливать черновой слой, сверху ставить маяки и все, и выравнивать пол. Поехали, обварим все. Так, вот такая вот фигня получается. Вместо профилей, что хочу показать, я использую УД. Вместо маяков использую УД профиль. То есть прикручиваю по линии кусочек и в него завожу уже сам профиль. Профиля УДшки более жесткие, поэтому по ним тянуть лучше. То есть там кусочек, видите, по отбитой линии, и там кусочек. Линия вот она идет. То есть я периметр отбил в следующих видео. Покажу, как отбивать периметр. Вот. То есть прикручивается к этой УДшке и в нее вставляется. Посередине где-то выставляете по уровню, подставляете какие-то прокладки и вот такими вот ляпками просто примораживаете. И все, можно тянуть. Маяки не так удобны, потому что они более играют. УДшка более жесткая. Вот, 2 маяка я поставил, сейчас буду стягивать. Эту стяжку на деревянный пол. Первым этапом я сварил конструкцию из старого металлолома. Ну, можно из арматуры, из чего угодно. В общем, усилил пол, завел профтрубы в стены и залил черновую стяжку с бутом. Следом выставил вместо маяков вот так вот УДшки. Одну и вторую. Вот. Тут еще подсыпал бута. Первичный слой стяжки делается для того, чтобы не было провисаний. Вот, у меня уже в 2 местах тут залито. Вот моя кучка уже стоит. Я все вымешиваю руками, одной вот этой вот лопатой. Вот, сейчас я ее вымешаю и буду заливать. Смотрим. Итак, как видите, стяжечку я закончил. Вот такая вот она получилась. Вот. Боковушки я долью уже потом, когда высохнет. Вот. Это у нас будет кухня. То есть вот так вот можно залить стяжку на деревянном полу. Вот. По процессам, я же говорю, забиваете несущие профтрубы или что у вас там есть в стену. Потом свариваете каркас из арматуры или какой-то старый металлолом, чтобы усилить это все. Заливаете первичный слой с бутом, если большой уровень. И потом чистовой последний слой. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много интересного по постройке и не только. Как ремонтировать что. Кому интересно, как я все это делал, смотрите предыдущие видео. Мешал, как я напомню, это все руками. Без всяких миксеров, бетономешалок и прочей фигни. Всем спасибо.